В этом видео я хочу поговорить об одной интересной загадке четырех Евангелий, которую большинство людей, даже ученых, обычно игнорируют. Как мы можем объяснить, что с одной стороны первые три синоптические Евангелия и с другой Евангелие от Иоанна полностью независимы друг от друга? Они не цитируют, не критикуют и вообще друг на друга никак не реагируют. Сами три синоптические Евангелия, разумеется, очень взаимосвязаны. Евангелие от Марка считается самым ранним Евангелием из трех, не только потому, что оно самое короткое. Если вы сравните Евангелие от Марка и Луки или Марка и Матфея, то гораздо более вероятно, что Лука и Матфей добавили какой-то материал к Евангелию от Марка, чем то, что Марк почему-то мог бы удалить из Евангелия от Матфея или Луки не только интересный дополнительный материал, но даже очевидное улучшение, вроде грамматики на уровне носителя языка или расширенного словарного запаса. Что касается сравнения Евангелий от Луки и Матфея, то здесь существует гораздо меньше согласия между учеными. Некоторые ученые утверждают, что они независимы, и оба заимствовали только у Марка и некоего утерянного источника Q, от немецкого Quelle, буквально означающего источник. Другие говорят, что Лука знал о Матфее или даже что источника Q вообще никогда не существовало. Если вы читали послание Павла, то знаете, что ситуация, когда авторы более поздних книг знают о более ранних, вполне естественна. Местные христианские общины на всей территории Римской империи и, вероятнее всего, за ее пределами, с первых дней своего существования поддерживали тесные связи друг с другом. Множество христианских миссионеров, иногда даже называвших себя апостолами или пророками, путешествовали между различными церковными общинами, перевозя письма, подобные тем, что собраны в Новом Завете, или денежные пожертвования, или просто новости и приветствия. Поэтому, если в одной церковной общине появлялась новая книга, то, скорее всего, не более чем через несколько месяцев в эту общину приезжал грамотный миссионер, копировал ее и вез обратно домой и в те общины, которые он посещал после этого. Или же миссионеры из той церкви, где была написана новая книга, делали копии и увозили их в другие общины. Например, письма Павла сохранились потому, что их не только читали в той церкви, которой они были адресованы, но и распространяли среди других церквей. В любом городе и в любую эпоху найдутся люди, которые любят путешествовать, особенно когда путешествие с целью распространения учения Христа и поддержания связи между церквями воспринимается как очень важное и богоугодное дело. Согласно традиции, Марк, ученик апостола Петра, написал свое Евангелие в Риме. И я считаю, что именно там Лука, как помощник апостола Павла, в последние годы его жизни написал свои деяния и либо закончил свое Евангелие, либо, по крайней мере, распространял его копии. Вы сами можете себе представить, сколько христиан из других церквей каждый месяц посещало Рим, и насколько быстро такие книги распространялись из столицы по всей империи. А теперь давайте рассмотрим общепринятую историю создания четвертого Евангелия. Представьте, что вы грамотный грекоязычный христианин, живущий в Эфесе в первом веке нашей эры, и самый уважаемый человек в вашей общине, апостол Иоанн, только что написал новую книгу. Разве вы не сделали бы себе копию? Евангелие от Иоанна – это не очень большая книга. Если постараться, то можно скопировать весь текст за пару дней, и тогда вы сможете держать ее дома, чтобы читать в любое время. Сегодня сложно представить себе христианина, у которого нет ни одного экземпляра Нового Завета. Но в первом веке это могла быть ваша первая христианская книга. И любой другой грамотный христианин в Эфесе сделал бы то же самое. В течение следующих нескольких месяцев некоторые из них поехали бы в Рим, Антиохию, Иерусалим и другие города империи, чтобы посетить местные церковные общины, как описывал Павел. И какой лучший подарок они могли бы привезти другой общине, чем экземпляр Нового Евангелия? И опять же, поскольку люди все время путешествовали и церкви поддерживали связь, книга, написанная в одном месте, могла в течение месяцев распространиться среди других церквей. Так как же могли авторы с одной стороны Евангелия от Иоанна и с другой стороны трех синоптических Евангелий не знать о существовании друг друга? Вы можете спросить, а откуда мы знаем, что они не знали друг о друге?
потому что синоптические Евангелия демонстрируют нам, что происходило в противоположном случае, когда Матфей и Лука читали и использовали Евангелие от Марка. Даже если новое Евангелие не признает своего предшественника напрямую, его автор цитирует старый текст, иногда дословно, иногда внося свои правки и дополнения. Именно это Лука и Матфей сделали с Евангелием от Марка, просто включив, с некоторыми изменениями, подавляющую его часть в свои Евангелия, так что по оценкам экспертов только 3% Евангелия от Марка нет ни у Луки, ни у Матфея. Если перед их глазами в то же время был также текст Евангелия от Иоанна, то почему они его, наоборот, совсем не использовали? В отличие от автора Евангелия от Иоанна, Марк даже не претендовал на роль апостола или хотя бы очевидца событий. Невозможно, чтобы Матфей и Лука могли быть на 100% не согласны буквально со всем, что говорится в Евангелии от Иоанна, и поэтому не нашли в нем вообще ничего полезного, хотя и включили в свои тексты почти все Евангелие от Марка. И даже если они и были не согласны с Евангелием от Иоанна, то они наверняка отреагировали бы на него и захотели бы поделиться своими мнениями о конкретных идеях этого Евангелия со своими читателями, которые, скорее всего, тоже его читали. И если бы они не хотели оскорбить апостола, написавшего Евангелие, то они могли бы не цитировать его книгу прямо по имени, но все равно критиковали бы его идеи, возможно, находя цитаты Иисуса или других апостолов в подтверждение своих мнений. Но немыслимо, чтобы они вообще не отреагировали на книгу, подобную их Евангелиям и читаемую параллельно с ними. Вероятнее всего, если бы авторы синоптики знали о 4 Евангелии, они бы сделали то, что обычно происходит в таких случаях. Согласились с некоторыми частями Евангелия от Иоанна и, следовательно, заимствовали их, а с другими частями не согласились и нашли цитаты или логические аргументы, пытаясь доказать его неправоту. А если Евангелие от Иоанна было самым последним, то ситуация становится еще более загадочной, ведь его автор – единственный, кто претендует на роль очевидца. Он не похож, например, на Луку, читающего Евангелие от Марка, слушающего Павла и пытающегося угадать правильность описания событий, которые никто из них не видел. Нет, он объединил в себе преимущества апостолов Павла и Петра. Он эмоциональный, уверенный в себе писатель, как Павел. Плюс он очевидец и апостол, избранный Христом при его жизни, как Петр. Он определенно отреагировал бы на книгу, распространяющую информацию, которая, как он знал из личного опыта, была не совсем верна, даже в мелких деталях. Возможно, как Павел, он покритиковал бы это напрямую, называя имена. Или, может быть, он старался бы быть вежливым и обошелся бы без прямых цитат, перефразируя чужие тексты подводными словами вроде «некоторые ложно утверждают, что…» и затем рассказал бы свою правильную версию событий, точно так же, как автор Иоанна 21:23 критикует ложные слухи. Но как мог страстный автор-очевидец вообще не реагировать на книгу, прочитанную всей церковью, в тех ее частях, где о жизни его любимого друга и учителя говорится неправильно? Но и авторы синоптических Евангелий, хоть и не были реальными очевидцами, все же считали себя знатоками истории Иисуса и узнали ее из каких-то источников, которые считали достоверными. Они жили в первые десятилетия после смерти Иисуса и, вероятнее всего, лично знали многих апостолов, либо в молодости, либо даже когда писали свои Евангелия. Так что психологически маловероятно, что и авторы синоптических Евангелий могли бы просто так сдаться, уступить и согласиться со всем написанным в Евангелии от Иоанна без всяких возражений. И даже если бы они восприняли 4 Евангелие как непреложный авторитет, то они не проигнорировали бы его, а использовали его текст, чтобы исправить и дополнить собственные Евангелия. Некоторые ученые, начиная со святителя Климента Александрийского, умершего в 215 году, утверждают, что автор Евангелия от Иоанна не цитировал остальные 3 Евангелия, поскольку он написал особое, духовное Евангелие, просто пытаясь добавить больше информации к синоптическим Евангелиям. Но против этой точки зрения есть несколько возражений.
Во-первых, когда вы пытаетесь написать дополнение к чужому рассказу и опускаете важную информацию только потому, что другие люди уже об этом написали, вы должны сообщить об этом своим читателям. Они хотят получить всю информацию, увидеть полную картину, и откуда им знать, что недостающие части им придется искать в какой-то другой книге, если вы даже не сообщили им, как эта книга называется и в каких местах вашего повествования они должны искать пропущенные вами материалы в другом месте. Ваши читатели подумают, что вы написали все, что им нужно, и будут сбиты с толку и введены в заблуждение вашими пропусками. Во-вторых, с чего бы автору, который утверждает, что является очевидцем событий, при их описании выбирать для себя второстепенную роль по отношению к людям, которые очевидцами не были. Даже если бы они уже написали о каком-то известном ему факте, он наверняка тоже захотел бы его прокомментировать, поскольку знал Иисуса лично и, может быть, даже видел это событие своими глазами или знал людей, которые его видели. В-третьих, в первые несколько столетий христианства не существовало стандартизированного Нового Завета. Евангелия и письма, как одобренные позднее официально, так и апокрифические, копировались и читались как отдельные книги, и автор нашего Евангелия никак не мог знать, какие еще Евангелия или послания были хотя бы физически доступны его читателям. Было бы очень странно, если бы автор написал небольшую книгу, ссылаясь на другую небольшую книгу, вместо того, чтобы просто скопировать весь необходимый текст из той другой книги в свою, как Лука и Матфей скопировали отрывки из Марка, и как это делали другие древние авторы. В-четвертых, ничто в 4 Евангелии не дает основания предположить, что это лишь часть истории, а не вполне связанный законченный текст. Ни один из ученых, утверждающих, что автор Евангелия от Иоанна написал свою книгу на основе синоптических Евангелий, не продемонстрировал в этом Евангелии те пробелы, которые читатель якобы должен был бы заполнить из 3 первых Евангелий. Если вы читаете книгу, похожую на ту, которую пишете, и при этом настолько согласны с ее автором, что вам не о чем спорить и у вас нет никаких разногласий или критических замечаний, то даже если вы не упомянете эту книгу напрямую, вы все равно, скорее всего, позаимствуете некоторые истории и идеи, которые она содержит. Но в нашем случае разногласия были. У авторов синоптических Евангелий были несколько иные взгляды на Иисуса по сравнению с Евангелием от Иоанна, так что спорить им явно было о чем. Самое главное отличие было в том, что они верили, что Иисус был настоящим еврейским мессией, царем Израиля, которого для этого избрал Бог, скорее всего, когда Иисус родился или когда он был крещен Иоанном. Но нет никаких указаний на то, что авторы синоптических Евангелий считали Иисуса вечным Логосом и Богом Сыном, сосуществовавшим с Богом Отцом еще до сотворения мира, как в Евангелии от Иоанна. Для многих грекоязычных евреев, таких как Марк и Матфей, и особенно для образованных греков, таких как Лука, это выглядело бы как некая греческая теология, например, как мифы о боге Аполлоне, который считался воплощением вечного божественного света, истины и той гармонии, которую сегодня мы бы назвали законами природы, а греки называли логосом, посредством которого Бог Отец сотворил мир. Это не похоже на иудаизм, и если подумать логически, это делает концепцию Мессии как нового царя из династии Давида гораздо менее логичной. Если некто является Богом и существовал до своего рождения, то он качественно выше любых царей и королей, и ему должно быть все равно, принадлежало ли его смертное тело, в котором он явился людям, какой-либо знатной семье или династии. Так, древнеегипетские и греческие боги в мифах часто являлись людям даже в образе животных, настолько им было все равно. Если Иисус Бог или даже просто существовал в духовном мире целую вечность до своего рождения человеком, то гордиться тем, что он потомок каких-то людей, нелогично, ибо он существовал прежде своих так называемых предков – Давида, Моисея и Авраама. И сам Иисус выражает эту точку зрения в 4 Евангелии. И авторы синоптических Евангелий, если бы прочитали подобное рассуждение, наверняка бы как-то на это отреагировали. Либо они покритиковали бы такую точку зрения, либо даже если бы они и приняли столь радикальную для иудаизма мысль о существовании Иисуса целую вечность до своего рождения, то наверняка как-нибудь упомянули бы об этой важной идее. Плюс синоптики и автор 4 Евангелия разошлись в деталях повествования, даже в такой важной, как то, умер ли Иисус в день Пасхи или за день до нее.
или же когда произошло изгнание торговцев из храма, в начале или в конце служения Иисуса, или кто пришел к пустой гробнице и что она или они там увидели, и кому об этом сказали или не сказали, и так далее. Некоторые ученые считают, что Лука и Матфей, а возможно даже Марк, знали Евангелие от Иоанна, или наоборот, что автор 4-го Евангелия знал их книги. Конечно, между всеми 4 Евангелиями есть много пересечений, просто потому что они рассказывают об одних и тех же событиях. Если некая история из жизни Иисуса или его слова были известны всей церкви и передавались устно в почти неизменном виде, или может быть даже в письменном виде, то нет ничего удивительного, что авторы, не знавшие друг о друге, записали их очень похоже, почти теми же словами. Но таких пересечений очень мало, в отличие опять же от 3 синоптических Евангелий, которые очень часто почти дословно цитируют друг друга. Также самые ранние дошедшие до нас манускрипты Евангелий были написаны во II веке, через много десятилетий после создания Евангелий и смерти их авторов. Поэтому мы не можем исключить более поздних вставок в их тексты под авторством как учеников их авторов, так и обычных переписчиков, которые, прочитав некую мысль в одном Евангелии, могли дописать ее в другое, создав иллюзию взаимного влияния. Есть известные примеры даже очень поздних и очень значительных вставок, например, история о женщине, пойманной на прелюбодеянии, или окончание Евангелия от Марка. Но тут возникает загадка. Если единственная разумная причина, по которой авторы 3 синоптических и 4-го Евангелий не отреагировали друг на друга, заключается в том, что они не знали о книгах друг друга, то как такое могло произойти? Не мог же автор Евангелия от Иоанна написать книгу одновременно со всеми 3 синоптическими Евангелиями? Единственное объяснение заключается в том, что Евангелие от Иоанна было самым ранним по времени написания, но было опубликовано после синоптических Евангелий. Автор 4-го Евангелия во время его написания не знал о первых 3, ибо они еще не были написаны, а они не знали о нем, когда писали свои книги, поскольку его Евангелие еще не было опубликовано. Другая ситуация, когда Евангелие от Иоанна было опубликовано сразу после написания, невозможна, поскольку тогда либо его автор должен был знать о существовании самого раннего синоптического Евангелия, либо автор самого позднего синоптического Евангелия должен был знать о существовании Евангелия от Иоанна. Иначе пришлось бы предположить, что от публикации первого по времени синоптического Евангелия до написания последнего прошло не больше нескольких месяцев, так что последнее синоптическое Евангелие было написано раньше, чем первое успело распространиться по Римской империи, и что в этот же короткий период было и написано, и опубликовано Евангелие от Иоанна. Но 4 Евангелия, написанные в интервале нескольких месяцев, это совершенно невероятное совпадение. Следовательно, Евангелие от Иоанна было написано первым, поэтому его автор не мог отреагировать на более поздние книги. Но оно было опубликовано и распространено уже после того, как были написаны 3 синоптические Евангелия, так что и их авторы тоже не могли на него отреагировать. И этот вывод совпадает с результатами моего анализа текста Евангелия, показывающего, что автор начал его писать в 30-е годы, и текста последней главы, написанного после 65-го года, о чем я подробно рассказывал в моих предыдущих видео. Но можем ли мы найти какую-нибудь вескую причину для такой поздней публикации? Да, даже несколько причин, как я рассказывал в моем 15-м видео. Во-первых, Евангелие с его намеками на греческую философию, например, утверждение о том, что Иисус является вечным логосом, выглядело очень неортодоксально и необычно до 50-х годов, когда последователи Иисуса еще считали себя ветвью иудаизма. В первые годы существования церкви христианство не было отдельной религией. Его последователи считали себя настоящими ортодоксальными иудеями, принявшими иудейского мессию. Да, вы могли стать последователем Иисуса, будучи язычником, но сначала вам нужно было принять иудаизм и соблюдать все его обряды. Даже в Новом Завете есть отрывки, утверждающие, что другие иудеи, не принадлежащие к церкви, на самом деле не являются настоящими иудеями. Даже книга Откровения, написанная поздно, определенно после начала Иудейской войны в 66 году, приписывает Иисусу в послании к церкви Смирны в Откровении 2:9 такие слова, как
Знаю и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Идея о том, что ранние христиане считали себя настоящими иудеями, а христианство настоящим иудаизмом, утверждая, что каждый иудей должен быть последователем Христа, чтобы считаться иудеем, сегодня звучит для нас очень странно, но именно так все и начиналось. И пока ситуация была такой, Евангелие от Иоанна должно было для многих, а вероятнее для большинства ранних христиан, выглядеть как ересь против иудаизма и, следовательно, христианства. И не обязательно было быть язычником, чтобы понять его намеки. Прежде всего, чтобы прочитать его, нужно было владеть греческим языком. А если вы умели читать по-гречески, то наверняка знали и о греческих богах, и о греческой философии, особенно живя в языческой культуре Римской империи. Невозможно было избежать этой темы при изучении литературного греческого языка, поскольку в то время было очень мало как книг, так и обсуждаемых в них тем. И в 4 Евангелии эта греческая философская атмосфера встречает вас прямо в первых строках с утверждением, что Иисус был Словом, то есть Логосом. Даже сегодня, когда иудеи отвергают христианство, одной из ключевых причин является христианский догмат, что Иисус был не только еврейским мессией, помазанным царем из рода Давида и, соответственно, сыном Бога в ветхозаветном смысле, как царь или первосвященник, но и Богом-сыном, существовавшим вместе с Богом Отцом на протяжении целой вечности. Можно вспомнить, что знаменитый еврейский философ Филон Александрийский оставался иудеем и тоже писал о Логосе. Однако для него Логос был своего рода греческой версией божественной мудрости в еврейской Библии, то есть посредником, через которого совершенный Бог общается с нашим несовершенным миром, воплощением того, что мы сегодня назвали бы законами природы и принципами логики и математики, а не человеком, как Иисус. Позже, в 40-х, 50-х и начале 60-х годов, после миссии апостола Павла и других среди язычников, стало общепринятым, что христианство является отдельной религией. В церкви стали доминировать новообращенные греки и другие язычники, выросшие не на чтении Торы и пророков, а на поклонении богу Зевсу Юпитеру и его сыну богу Аполлону, который считался воплощением света и гармонии, несшим человечеству божественную истину, например, через его культ в Дельфах. Другие неофиты были последователями пифагорейской, платоновской или стоической школ с их учением о существовании души до рождения и божественном логосе. И тогда аллюзии на греческую философию сделали Евангелие от Иоанна не менее, а гораздо более приемлемым и интересным для его новых читателей. Обращенные в христианство греки должны были чувствовать, что они не предали богов своего детства, а просто поклонялись им раньше неправильно и под другими именами. Бывшему язычнику, верившему в Бога Сына по имени Аполлон, через которого Бог Отец по имени Зевс создал мир, то есть в божественный логос, несущий свет миру и божественную истину людям, легко было принять 4 Евангелие. Даже император Константин, который жил несколькими столетиями позже и сделал христианство де-юре разрешенной и де-факто официальной религией Римской империи своим Миланским эдиктом 313 года, до своего обращения был ревностным поклонником бога Аполлона, писал «Соль инвиктус» непобедимое солнце на своих монетах и разрешил изобразить греческих богов на арке Константина в Риме, законченной уже после его обращения в христианство. Связь между Иисусом и Аполлоном также видна в установлении Рождества 25 декабря, через несколько дней после зимнего солнцестояния, когда день перестает убывать и начинает увеличиваться, как будто солнце рождается заново. И что касается Пифагора и Сократа, чья философия оказала значительное влияние на христианскую теологию, то про Сократа Пифия, прорицательница Аполлона в Дельфах, сказала, что нет человека мудрее, чем он, а имя Пифагор происходит от слов «пифия» и «говорить». Для многих христиан сегодня мысль о том, что христианские идеи выросли из чего-либо кроме еврейской Библии, может показаться ересью и анафемой. Но мы должны помнить, что вся христианская литература до II века была написана на греческом языке, а не на арамейском. И это совершенно удивительно, поскольку арамейский был родным языком Иисуса и апостолов.
И мы не можем утверждать, что на нем нельзя было писать религиозные труды, поскольку на арамейском примерно в то же время писали свои книги такие секты иудаизма, как Ессеи. Конечно, греческий был языком межнационального общения Римской империи, но это не мешало философам в Риме писать книги и письма по латыни или египетским христианам писать на родном коптском языке, на котором до нас дошло Евангелие от Фомы. Я думаю, что сам Иисус говорил по-гречески очень хорошо и был знаком с греческой философией, по крайней мере, через своих образованных грекоязычных апостолов, таких как Варфоломей. Поэтому греческое влияние в христианстве началось буквально с самого Иисуса и апостолов, и с написанных ими книг. И, следовательно, греческая религия и философия – такой же источник христианского мировоззрения, как и иудаизм. К тому же и Греция, и Египет во времена Иисуса были частями той же Римской империи, что и его родные Галилея и Иудея. Более того, и сам иудаизм был подвержен внешним влияниям. Например, фарисеи, популярное течение в иудаизме, члены которого больше интересовались учением Иисуса, чем другие известные секты иудаизма, и которая позже, вероятно, предоставила много новообращенных в христианство, самым известным из которых был апостол Павел, возможно, обязана своим названием Персии, сегодняшнему Ирану. Слово «фарисеи» похоже на слово «фарси», название персидского языка, и фарисеи действительно верили в некоторые зороастрийские идеи, отсутствовавшие в Торе и у первых иудейских пророков, такие как воскрешение мертвых. Великий еврейский философ Филон, влияние которого на Евангелие от Иоанна часто обсуждается учеными, жил в Александрии в Египте. Апостол Павел был грекоязычным евреем из Тарса, который сегодня находится в Турции. Лука, судя по письмам Павла, не был евреем, и греческий язык был для него родным. И хотя крайне маловероятно, что Иисус путешествовал в Индию, как некоторые фантазировали на протяжении веков, однако и индийская культура не была закрыта для жителей Римской империи, ибо первыми греками, открывшими Индию грекоязычному миру, были воины Александра Македонского за 3 столетия до Рождества Христова.